Мы обязательно поддержим данное заявление. Но немножко обескураживает, что на 3 страницах текста не нашлось слова «русский». А против кого репрессии-то? Все политические репрессии направлены только против русских организаций, против людей, которые выступают и являются русскими в основном. Там же нету репрессий против украинского народа в целом, а конкретно. И ведь одна из причин этой ситуации очень сложной на Украине, это как раз потому, что мы и в России зажимаем этот вопрос, и на Украине. И там на Украине и пользуются этим случаем. Вот что раз слово «русский» даже в русском парламенте никак не звучит. Говорит абстрактные репрессии на какой-то Украине. Всякие репрессии направлены, они же политические репрессии. Мы сами себя обманываем. Репрессии политические, а против кого мы не говорим? Против каких-то сил. Какие силы конкретно? Ведь идет борьба за то, чтобы не Восточно-Южная Украина не смогли бы каким-то образом создать себе условия более благоприятные для жизни. И весь смысл юго-востока Украины, потому что они не хотят забывать русский язык, терять русский язык и терять связи с Россией. Поэтому надо было более конкретно сказать, и кто такие арестованные, тот же Губарев из Донецка или Харитонов, это тоже русские, этнические русские. Для чего это делается? Чтобы обезглавить любые движения юго-востока Украины, да и в целом всей Украины, чтобы не появилось вот этой новой силы для Украины. Там есть демократы разного разлива, левые самые разные партии. Специально подогрел Запад и сам Янукович праворадикальные силы. Единственное, русским никто не оказывал помощи и до сих пор не оказывает. Все олигархи работают там тоже против русских, хотя уголек, добытый русскими шахтерами на Донбассе, или отдыхать в Крыму, где в основном русские живут, это они с удовольствием. А вот дать равные права. Речь не идет о том, чтобы где-то русским дать дополнительные права, но идет зажим. И не просто в культуре, газеты, радио, школы. Сегодня избивают русских за то, что они говорят по-русски. Вот в Киеве или в Одессе праворадикалы, если выходят на улицу и слышат русскую речь, эти люди подвергаются физическому насилию. Этого не было в фашистской Германии и ни в одной стране мира. Вот так вот братский народ. Когда я слышу здесь фразы «это наш братский народ», у меня ухо режет слово. О каком братском народе вы говорите? Когда выросли украинские нацисты, которые издеваются и избивают русских за то, что они говорят по-русски. А вы все еще считаете братский народ. Именно под этой личиной братских народов и возникает вот такой нацизм. Гитлер присоединял Австрию тоже под личиной братский народ. Братский народ, это же немцы. И он в чем-то прав, потому что нет такой нации австрийцы, как Тюрингия нет нации, там Пруссия или там еще Саксония. Немцы, вот они говорят, что они немцы. Но австрийцы как-то остались в стороне. А здесь вот, так сказать, в этом плане-то репрессии. Они не политические, они не экономические. Они же могли наказать финансистов, кто спонсировал Майдан. Люди полгода стояли на холоде. Это же все обеспечено было. Уже такса известна, там и $100, и 200 в сутки. А организаторам, десятникам, сотникам по $1000, по 2000. То есть истрачены огромные деньги. Но сегодня эти репрессии развернуты именно в отношении юго-востока Украины, чтобы отбить у них охоту последовать примеру Крыма. А мы тоже несем какую-то ответственность, потому что когда 20 лет назад русского парня в Кишиневе убили, потому что он шел по улицам города, говорил по-русски, мы ничего не сделали. Когда четвертовали русского милиционера 24 лет на пилораме в Бендерах, но тоже Ельцинская Россия молчала. И даже наши левые молчали. И сколько таких случаев было в Молдавии, на Украине, в Средней Азии. И все это замалчивалось нашей прессой хваленой.
Они говорят о свободной прессе. Вот свободная пресса – это замалчивать все, что касается хорошего в отношении русского народа, и наоборот выпячивать все, что можно показать плохое. Для чего? Цель-то какая? Цель, чтобы хуже становилось русским во всех бывших советских республиках. Чтобы они быстрее умирали, чаще болели, садились в тюрьму, разводились и уезжали. То есть вытеснить их отовсюду с территорий бывших советских республик. И внутри России то же самое потихонечку делается. Возьмите статистику и посмотрите, как медленно убывает количество русских, допустим, в национальных республиках. Вот вчера президент встречался с главой Карачаево-Черкесии. Про Архыз они рассказывали. Про Архыз, про курорты. А про русских что не спросили? Сколько у вас русских было 20 лет назад? 15, 10, 5 в прошлом году. Курорты строят, а русские уходят. И что думаете, кто-то будет ездить на эти курорты? Они же обслуживать не будут, а приедут русские наемники обслуживать. А их будут избивать, убивать и насиловать. Вот это будущее курортов Северного Кавказа. Поэтому это мы тоже несем часть ответственности. И весь период советской власти, и ельцинский период, и сегодня. Нигде никто ни разу не вставал на защиту. Русские прокуроры молчат, когда над русскими издеваются. Русские судьи дают самый максимальный срок. Русские врачи также плохо лечат русских. И за взятки лечат представителей других народов. Потому что у русских нет денег давать взятки. Вот сегодня репрессии против русских, и об этом нужно было четко написать. Но наши товарищи готовят документы все еще под чьим-то влиянием. Все еще боитесь слово «русский» произнести. Их будут душить и давить на всех континентах. Пока здесь в русском парламенте в документах репрессии против кого-то. Давайте станьте демократами, давайте примем меры. Никто ничего не примет меры. Как душили, так и будут давить. Только русской винтовкой можно остановить борьбу против русского народа.